Скажи всем доброе утро и приятного аппетита. Ты убегаешь? Ну все, я не буду тебя снимать. Иди садись, кушай. Я не буду, доченька. Ой, всем доброе утро. Значит, мы уже завтракаем. Вернее, я уже позавтракала. Алиса сейчас завтракает. Девушка без настроения. У меня болит голова второй день. Поэтому я уже не стала ничего ждать. С утра проснулась и выпила вообще экстра. Ибупром 400 миллиграмм здесь в одной таблетке. В общем, двойная такая доза выпила. Уже больше нету. Все съела. Так, выбрасываю. Значит, что у нас? У нас сегодня уже какое? 7 июня, на улице пока достаточно солнечно, но, я так поняла, ветерочек имеется такой не очень приятный, и также заходят тучки со всех сторон, понемножечку передавали на сегодня и на всю, в принципе, неделю дожди. Так, выпила таблетку, сейчас пью кофе. И мы с вами... Алис, иди кушай, доченька. Донь, иди. И мы с Алисой поедем к доктору. Вернее, я даже не знаю, как мы пойдем в нашу детскую поликлинику, потому что наша доктор, к которой мы всегда обращаемся, она уехала отдыхать. Но кашель у Алисы не проходит. Она мне позавчера ночью всю ночь прокашляла с самого вечера. И целый день вчера. Уже вечером вот мы ей, получается, дали ножпа, четвертиночку таблетки. Я ей раздавила и дала выпить. Я помню, это еще, когда Егор был маленький, нам наша доктор назначала при вот таких вот сильных, когда ребенок сильно кашляет, поминутно, назначала ножпа, она как спазмолитик. Короче, снимает вот этот спазм, когда ребенок кашляет, и намного меньше это все происходит, вот, поэтому, ну, поменьше она, конечно, кашляла. Но это как бы не причину лечит, а просто снимает симптом. Поэтому я не знаю, пертусин, не пертусин, противоаллергическое. Это, короче, ничего не помогает. Мы кашляем. В носу вот это вот, в носоглотке вот здесь вот эта слизь ходит. В общем, я не знаю. Решила пойти в городскую поликлинику, потому что там, я вот вспоминаю, у Егора, когда такое было, нам назначали электрофорез. Я уже думаю, может, нам тоже надо походить на прогревание носика, горлышка. В общем, я не знаю, потому что кашель у нас не бронхиальный, не легочный, у нас просто вот этот вот верхних, да, дыхательных путей, то есть вот этот вот с глотки такой вот он идет, вот где-то здесь что-то раздражается, не знаю, как это правильно объяснить. Вот, в общем, как-то так, не знаю. Сейчас пойдем, наша доктор на второй смене. Нам сказали приходить к 5 вечера, но к 5 вечера она опять пробухыкает весь день, и потом мы не успеем ни на какие процедуры. Это я приоткрыла посудомойку, потому что она мне тут моется. Я вчера с вечера забыла ее загрузить. Моется и шумит мне, поэтому я ее сейчас приоткрою, договорю с вами, а потом включу. В общем, сейчас пойду просто так в поликлинику и буду проситься к любому врачу, хотя мне сейчас, я звонила в регистратуре, сказали, нет, только к своему, к тому, с кем у вас декларация. Но, если честно, не очень я люблю нашего доктора, и потому что, знаете, очень часто даже приходишь к врачу с тем, что ребенок кашляет. Посмотрите, там горло, ну вот поначалу, когда она еще меньше была, когда я еще туда ходила, в эту поликлинику, и нам говорят,
Нет, послушала, у вас все прекрасно, я могу вас отправить на прививку. Говорю, что, издеваетесь, что ли? Я говорю, я к вам пришла, потому что ребенок плохо себя чувствует, он там вот так-то, так-то, а вы меня отправляете на прививку. Ну вот мы послушали, и доктор считает нужным отправить вас на прививку. Ну, в общем, я этого не понимаю, не очень я вообще люблю нашу государственную поликлинику, но здесь именно чисто из-за того, что электрофорез, потому что, я так понимаю, у нас здесь есть частная клиника, но там нет электрофореза, и ну, смысла пока нету, не знаю. В общем, сейчас пойду просто туда, в поликлинику, буду проситься, не знаю, примет кто-то, не примет. В общем, потом вам все расскажу. Ладно, пью кофе, кормлю доченьку свою, и мы пошли, потому что, у меня еще сегодня мне нужно поехать в ЦНАП. Не знаю, как сейчас будет позволять погода, успеем мы с Алисой до дождя. Нет, мне нужно поехать в ЦНАП и заказать, ну, вернее, взять талончики на то, чтобы сделать деткам загранпаспорта. Я все-таки не теряю надежду, и мы поедем в этом году куда-нибудь в теплые страны, потому что у нас это реально уже не смешно, такая погода. И даже вот смотрели мы поехать в Одессу, чтобы не выезжать никуда, да, за границу, то, ну, смысла нет, потому что такая же погода, все дождливо, все затянуто, достаточно прохладно. Вот, поэтому идем сегодня в ЦНАП, будем делать деткам паспорта. Все, девчонки, мы уже пришли в поликлинику, вот нашу, на Советской, напротив АТБ. Сейчас посмотрим, что нам здесь скажут. Ну что, мы вышли, значит, смотрите, вот что нам написали. Опять то же самое, все в легких чисто, везде чисто. Нам тут здесь сказали вообще просто простуда. Проспан, небулайзере дышать, вот декасан, фульмикорд, ингалипт и эвкабал, либо же доктор Мом. Вот это наше назначение. Как-то так. Все, вышли мы из аптеки. Вот мешочек вкусностей. И не только. Едем домой. Попробуем еще этим полечиться. В общем, идем домой уже из аптеки. Позвонила в ЦНАП. Решила узнать, что нужно, как можно записаться. В общем, оказывается, не обязательно ехать за этими талонами. Да. Елочка здесь стояла. Да, в общем, меня записали по телефону на четверг. И с Егором уже нужно будет туда идти. Его там будут фоткать. А Алису сказали, можно не приводить. Я ее должна сфотографировать 10×15 снимок. Там фотограф знает, какие стандарты и все такое. Вот. Ну, ее фотка, свидетельство о рождении. В принципе, и все. Вот. Поэтому в четверг пойду. В общем, 760. Они, дяди, видишь, убирают клумбы. В общем, 760 на одного ребенка. Это стоит, получается, ну, не быстрый вариант, в течение где-то месяца. И 1060 это, по-моему, в течение 2 недель. Ну, пусть делают за 760, мне не принципиально, мы все равно в течение месяца, это будет уже практически
Какое это число будет? Ну, практически конец моего отпуска. Что у меня на голове? Практически конец моего отпуска, но у меня муж не парит по этому поводу. Говорит, напишешь на 2 недели за свой счет, типа, и поедем. Поэтому не суть. Вот. Так что я надеюсь, все получится. У меня уже Егор умирает, я не полечу, я боюсь лететь. Говорю, не умирай, я сама такая. В общем, будем, говорю, умирать вместе там, бояться сидеть. А куда лететь? Лететь куда? На море. Куда? На море будешь лететь? Не боишься? Нет, это ничего не боится. Это не боится ничего. Никого. Кроме мух. Мухи мы боимся. Вот. Так, ну что, девчонки, мы уже дома. Значит, показываю вам наше новое лечение. Значит, первое принимать это вот такой вот сироп Проспан. Хорошо, что хотя бы растительный, назначил, не какую-то химию. Это с листьями плюща. Без сахара, без алкоголя, без красителей. Не знаю, зачем отхаркивающий, противомикробный, но, короче, как-то так. Дальше дышать дикосан, разводить с вот этой вот штукой. И через 15 минут пульмикорд, опять-таки, разводить с этой штукой. Я пока взяла всего, по-моему, по 3 штучки. Да, я посмотрю, мы этим подышим сегодня 2 раза. Утром, вечером, завтра мы подышим утром. И я посмотрю по результатам. Если есть какой-то эффект, тогда мы докупим еще на несколько дней. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас обедаем и начинаем этим. Ты покормила? Да. Кушает, хорошо. В общем, начинаем лечиться вот этими лекарствами. А так сказала, все хорошо, легкие бронхи чистые. Ну, я за это безумно рада, но как бы мне от этого не легче. Все равно ребенок как бы кашляет и все такое, приятного мало. Поэтому, ну, сейчас будем лечиться, пробовать еще этими препаратами. Также забрала, сейчас вам покажу, забрала альбом сынулин выпускной. Сейчас покажу. Смотрите, какая красота. Они еще писали письмо в будущее 4 Б класса, открыть в 2028 году. Это получается выпускной, ну, 11 класс. Вот, а это такой вот альбом выпускной мы выбирали. В общем, такие вот очень классные качества. Наши одноклассники, одноклассницы. Вот такого плана. Прикольно так сделано, неплохо, мне нравится. Тут сидят. Хохочет. Будь здорова, доченька. Хорошие фотки, неплохие. На память, конечно. И весь полностью класс наш. Вот мой красавчик. И здесь на оборотке наши 3 учительницы, 3 классных руководителя, которые, ну, так сказать, были на протяжении наших 4 лет учебы. У нас поменялось 3 классных руководителя. Вот это наша самая первая учительница, которая вела первые 1,5 года 1 класс и пол 2 класса. Это вторая учительница, после нее пришла, и она потом тоже ушла в декрет. И выпускала нас Светлана Александровна. Вот, она нас
выпустил. В общем, три мамки такие вот наши. Ну, конечно, самая первая учительница, это всегда самые трогательные такие воспоминания, когда только у нас все начиналось. Пришли такие малыши-карандаши, и она такая точно, как мамочка, их окружила заботой, поддержкой. Конечно, большое всем спасибо. Ну, в общем, вот такие вот альбомчики. Так, все, мы обедать и дышать. Сиропчик сладенький, чего ты? Проспал. Так, смотрим. 1 чайная ложка 2 раза в день. Здесь чайная ложка, это 2,5 миллилитра. Все. Сладенький. Давай. На, сама выпивай. На. Он сладенький, на. Ну, давай мама туда даст. Вот, молодец. Запивай водичкой. Теперь сейчас сядем, подышим. На рыбке, на нашей золотой рыбке. Рыбка Алису полечит. И Алиса не будет кашлять. И можно будет идти на батут. Да? Угу. Самая. Угу. Так, декасан. Это что, рыбка золотая? Рыбка золотая, да, будет Алису лечить. Так, декасан. И теперь натрия хлорид. Ай! Вот то бабайки тоже золотая рыба. Угу. И то бабайка же в доме. Да ну уже. Это что мне? Папу 5 миллилитров. А нам надо 2 и 2. Моя рыбка золотая. Вот так. Все. Давай. Держи, тебе одевать маску? Нет, Ты так будешь держать? лицая. Подожди, я еще не зарядила. Так. Так? Все. Да. Включай. Держи. Все. Го-го, го-го, и го-го-го, го-го. Еще одна. И го-го-го-го-го, и го-го. Ой. Я убегаю, убегаю, убегаю. Ой. Все, давай, пусть они здесь стоят, а ты дыши. Обнимай рыбку, они смотрят, как Алиса дышит. И сейчас, пока я в ванной комнате, вспомнила, помните, я вам показывала, покупала вот такой вот пятновыводитель Эко. Формула бренд Тортилла называется. Я вам показывала, возле дома взяла в магазинчике. В общем,
меня не впечатлило. Я даже не в стирку добавляла. У меня у Алисы на футболке были пятна. Я замочила на где-то полчаса, может быть, даже больше. Замочила, потом постирала еще с пятновыводителем. Но, к сожалению, пятна не отстирались. Поэтому смотрите сами, конечно, но я вам его посоветовать не могу. Не очень хорошее средство. И также спрашивали как-то, каким я уходом пользуюсь. Боже, кто бы у меня здесь навел порядок. Сейчас на данный момент у меня вот 2 продукта от Faberlic, от Ботаника. Это 30+, такая вот фито-серия. Крем дневной и крем ночной. Клюква и первоцвет. Ну, в общем, 30+. Ну, такая. Я не могу сказать, что они плохие. Нет, не плохие. Достаточно хорошие крема. Очень хорошо увлажняют, питают. Тонус энергия называется. 100% польза ягод и трав. Ну, как мне кажется, это такая лайтовая версия. Не очень прям питательная. Ну, вот если у вас беспроблемная кожа, знаете, то увлажнить, напитать, да. Но если есть какие-то там, знаете, супер питание, супер увлажнение нужно, вот как мне иногда, то мне этого не хватает. Тогда я, знаете, что делаю? Тогда я беру свою маску. Где она? Вот она. Свою маску, брала ее на Белорис. Это корейская. Вот так вот бренд называется. Айри, не знаю, как правильно. Ночная маска комфорт для лица несмываемая. Вот тогда я наношу вот эту маску на ночь. Вместо вот этого вот крема наношу эту маску. Супер классная, вообще зашла мне настолько, что вот это вот действительно вот интенсивный уход. Это 3, это прям вот, если надо хорошо-хорошо так напитать, увлажнить кожу, вот это вот оно. Вот. Ну, а так от Мизо тоник, уже который заканчивается, тоже брала на Белорис. Также на Белорис брала вот такие вот 2 продукта. От Vitex это салициловый лосьон тоник для проблемной кожи. От прыщей черных точек антибактериальный комплекс. В общем, и такая же маска тоже с этими же, из этой же серии, с такими же, как сказать, ну, функциями своими. Вот это если где-то у меня вскочил какой-то прыщик, какое-то покраснение, что-то не то, вот этим вот протираешь кожу буквально пару раз и все уходит. Вот, тоже уже, в принципе, заканчивается. Это еще есть. И также 2 продукта, которые мне очень понравились, также с Белорис. Это вот эти вот тоже от Мизо. Вот эти вот дневной и ночной, тоже 30+, дневной крем и ночной крем. Единственное, что у них поломались колпачки, они были пластиковые и, короче, они умерли смертью храбрых. В общем, дневной у меня уже закончился, ночного тут еще есть, но я тогда купила вот этот вот от Ботаника и уже начала пользоваться им. Ну, в принципе, все. Вот этот вот от Зая детский, я его выбрасываю. Это, короче, это не наш вариант. Это я Алисе когда покупала. Дальше у меня здесь еще в аптечке валяется вот такая вот твердый шампунь, как сказать, с кокосом. Это от Greenway. Неплохой тоже вариант, но я не могу им мыть, потому что у меня очень сильно жирнеют от него волосы. Алисе мою хорошо. Здесь полностью натуральный состав. Сейчас вам покажу. Поэтому для деток это супер полезно. Но для меня почему-то, ну, у меня очень, прям на следующий день, вот я помыла, и на следующий день у меня уже волосы жирные, как будто бы я их, я не знаю, дня 3 не мыла. Поэтому я нет, но Алисе мою, в принципе, классный. И также тоже вот такая вот спа.
масочка от Faberlic. Питательная маска для лица. Органа и лотос. Ну, тоже, как сказать, ну, мне не очень зашла. Если честно, если сравнивать вот эти два продукта, то вот это, конечно, маска, это просто бомба. Тут даже денежки у меня есть. Вот, видите, вам показала, еще и прибралась в косметичке. Почаще надо так показывать. Все, ну вот и все, в принципе, то, что у меня есть. Больше ничего и нет, и больше особо ничего и не надо, потому что мне и этого много. Это, знаете, такие средства, которые вот скорая помощь, если вот действительно что-то там на лице, непорядок, и тоничек есть спасательный, и все, диски. Ну, в общем, так, все это на выброс. Вот это все вместе с этим кремом. Это польский крем от Зайка бренда. Это, по-моему, то ли под подгузник, то ли я не помню. Мы Алисе брали, но он нам мне не понравился. Не знаю почему. Все это выбрасываем. Все, девчонки, на сегодня буду заканчивать. Сейчас идем на дневной сон. И на этом всем пока-пока, девчули. На солнышко прекрасное. Погода, слава богу, ура. Все, всем пока.